Время, отведенное на ремонт, перевалило за экватор. Активными темпами укладывается новая главная палуба, и настало время рассказать, как это делается. Я попрошу нашего волонтера Костю помочь мне в этом. С удовольствием. Нам нужно выбрать доски, на которых меньше всего сучков и трещин, а еще все они должны быть очень длинными. Вот эти 8-метровые как раз то, что нам нужно. Чтобы палуба не протекала, важно понимать, как доски разбухают и ссыхаются. А еще для того, чтобы она была долговечной, важна специальная распиловка. В идеале, чтобы годовые кольца были как бы сверху вниз. В этом направлении древесина, как правило, меньше всего изменяет свой размер от степени влажности. Знакомьтесь, это Фернандо, плотник верфи Барета и сыновья, который помогает нам строить палубу. Точнее, строят-то как раз-таки португальские рабочие, а мы им помогаем. Фернандо, posso perguntar alguma coisa? Фернандо, я заметил, что эта доска не такая, как все остальные. Почему? Outro ponto de por que não usar já tem? Потому что обычная доска в этом месте была бы слишком тонкой, а значит хрупкой. Эту мы выпилили специально, она более широкая и так будет надежнее. А почему так важно, чтобы все было подогнано так точно? Это будет отличная работа. То есть вы стараетесь делать все на отлично? Конечно. Тот плотник, который не старается сделать все на отлично, плохой плотник. Спасибо вам за это. Палуба не только служит водонепроницаемым перекрытием, но является одним из главных элементов конструктивных связей корпуса, обеспечивает общую прочность и поперечную жесткость судна. Вдалеке от твердой земли корабельная палуба под ногами моряка – это надежный пол, на который не страшно ступить в самый сильный ветер и качку. А с другой стороны, это потолок. Безопасная крыша, которая укроет в непогоду и не протечет даже в самый суровый шторм. Палубу прикручивает к бимсам специальными толстыми болтами, головки которых закрывают потом деревянными пробками. Болты окунают в солярку, чтобы они легко закручивались и меньше ржавели внутри дерева. Палуба деревянная и в машинном отделении, там, где работают двигатели и генератор, так что здесь нужно обеспечить защиту от возгорания. Для этого все деревянные детали изолируют огнеупорным материалом и обшивают сверху нержавеющими листами. В части технологии укладки новой палубы капитан доверяет тому опыту, который есть у португальских кораблестроителей. Братья Мануэла и Жоао Лопеш – специалисты по заделыванию щелей конопатью. Глядя, как ловко и слаженно работают эти ребята, понимаешь, ручной труд в нашем деле еще долго ничем не заменишь. Здравствуйте, позвольте задать вам несколько вопросов. Что это вы делаете? Мы конопатим щели, чтобы палуба не пропускала воду. Это исторический способ или современный? Это традиционный способ. А где вы этому научились? Я занимаюсь этим уже 30 лет. Научился у своего отца. Эта профессия передается от поколения к поколению. Мой дед был конопатчик, отец конопатчик, и мы с братом тоже конопатчики. А на сколько времени должно этого хватить? Как часто надо переделывать по новой? Этого хватит на много лет. 10, 20. А если сверху залить силиконом, то не протечет никогда в жизни. Это льняное сырье закупают в Индии, а затем перерабатывают на фабрике в Португалии специально для кораблестроителей. Все деревянные суда делают таким образом. Особая сложность – те места палубы, где она примыкает к люкам и другим сквозным проходам. В этих местах ее нужно особенно тщательно герметизировать. В этот раз мы делаем палубу не так, как традиционно было принято в России, когда, чтобы законопатить щели между досками, по их краям делалась клиновидная прорезь, в которую затем забивалась конопать. Португальские плотники используют другую технологию. Они фрезеруют хитрый паз по краям доски и наполняют этот паз современным герметиком, таким образом обеспечивая полную герметичность.
Любое дополнительное покрытие делает палубу скользкой, поэтому после укладки доски мы ничем не покрываем. Палуба – это настоящее дерево, живое. Оно теплое и приятное на ощупь.